холодный февраль 2020 года девушка обнаружила на своем дворе совсем лысого маленького создания. Спасенный бельчонок стал ее близким другом. Найденное существо было без шерсти, весило менее 40 граммов и помещалось в ладони. Глазки были закрыты, а лапки, будучи еще прозрачными с острыми коготками, были холодными. Маленький бельчонок лежал бездыханный. Вероятно, он из гнезда выпал или стал жертвой хищника, потому что у него была потеря половины хвоста. Джессика, подумав, что это белка, решила спасти его. На улице стоял мороз после сильной бури. Девушка взяла его домой, согрела и начала выкармливать через пипетку. После звонка в Центр дикой природы и услышанной угрозы усыпления, она решила заботиться о малыше самостоятельно. Первая ночка была довольно тяжелой, но они оба выжили. Джессика просыпалась каждые 2 часа даже ночью, чтобы малыша покормить. Она сделала уютное гнездо в коробке из-под обуви и брала его на работу для кормления. Ее дети были поражены необычным новым жильцом. Спасенный бельчонок быстро рос и набирал вес, его глаза открылись, лапки окрепли, начал пробиваться мех. Джессика увеличила интервалы кормления, а скоро малыш начал питаться самостоятельно. Бельчонка назвали Стив. Он учился лазать и любил кататься на плече хозяйки, но ему стало тесно в домашней клетке. Девушка для крохи соорудила просторный домик на заднем дворе с элементами, которые белкам нравятся. Стив привыкал к уличным звукам и запахам, учился быстро бегать по деревьям, но однажды он исчез. Джессика была в отчаянии, не зная, что случилось с бельчонком. Однако вскоре она увидела бельчонка на дереве в компании прелестной бельчихи. Ее воспитанник сумел адаптироваться к жизни в лесу, научился добывать пищу и даже нашел себе пару. С тех пор Стив часто возвращался к ней, но уже не спускался на плечо и не брал еду из рук. Девушка была счастлива его осторожности, так как Стив теперь дикая белка, и не все люди так добры, как она. Она надеется, что ее малыш проживет долгую жизнь, и, возможно, она еще сможет увидеть его потомство. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.